Летний сад. Летний сад всего на год моложе Санкт-Петербурга. Для его создания Петр приглашает лучших иностранных мастеров – голландского садовника Яна Розена и французского архитектора Леблона. Царь лично выбрал место для первого городского сада и сам вносил исправления в чертежи и планы. В допетровские времена садами на Руси именовали рощи, причем, как правило, с фруктовыми деревьями. Основное их назначение было сугубо утилитарным, хозяйственным. Между тем в Европе Петр увидел великолепные регулярные сады с фигурно подстриженными деревьями, беседками, фонтанами, статуями. Таким и должен был стать первый сад Петербурга. Болотистую местность осушили, прорыли каналы, привезли плодородной земли, а затем отовсюду, со всех концов страны и из-за границы стали завозить всевозможные растения. Цветы и травы требовались непременно душистые. Их высаживали в фигурные партеры, кустарники подстригали в виде различных геометрических фигур или же просто сплошной стеной – шпалерой. Деревья привозили уже взрослыми, чтобы сад скорее принял законченный вид. Нынешний летний сад являл собой парадную часть, предназначенную для знаменитых ассамблей. Дальше на юг, почти до Невского проспекта, протянулись ряды фруктовых деревьев – парники, оранжереи, грядки с овощами и травами. Третья часть летнего сада, где сейчас находится Михайловский сад, была подарена жене Петра I Екатерине I. Для украшения сада на европейский манер одних цветов и деревьев было мало. Требовались различные садовые затеи. Так появляются павильоны, галереи, фонтаны, лабиринт. Приобретение парковой скульптуры было особой задачей, возложенной на русских послов в Европе. Вскоре на берега Невы доставили работы итальянских мастеров. Обнаженные фигуры античных богов и богинь восхищали далеко не всех. Говорят, ретивые поборники нравственности даже пытались кидать камни в эдакое непотребство. Пришлось поставить часовых для охраны. Каждую статую снабдили пояснительной табличкой, что изображает скульптура, кто, где и когда ее создал. Петр очень заботился о просвещении своих подданных. Главным же украшением летнего сада были фонтаны. До Петра в России фонтанов не знали, их созданием занимались приглашенные мастера. Близлежащую безымянную речку стали называть Фонтанкой. Интересно, что вода подавалась из специально прорытого Лиговского канала, а по дну реки только проходили трубы к фонтанам. Они украшали летний сад вплоть до 1777 года, пока не произошло одно из самых страшных наводнений в истории Петербурга. Водоподводящая система была разрушена. Фонтаны к тому времени выходят из моды, и их решили не восстанавливать. Пик расцвета летнего сада уходит в прошлое. Исчезли фонтаны, грот, лабиринт. Многие статуи были увезены, прекратили стрижку деревьев и кустов. В XIX веке летний сад становится любимым местом прогулок жителей города. Он из царской резиденции превращается в публичный городской сад. Облик его и назначение изменились, но он по-прежнему оставался любим.